Всем большой привет! Мы сегодня на даче, и у нас намечается очередная переделка. А переделывать мы будем вот этот вот обеденный стол, за которым я нахожусь. Этому столу более 30 лет. Это, можно сказать, динозавр советской мебельной промышленности под названием «Кухонный уголок Уют». Выручал он нас неоднократно во всех переездах всяческих. И вот сейчас он прижился у нас на даче. И хоть он такой старичок, но чувствует он себя отлично. Поэтому как бы было принято решение его не выбрасывать, а просто реставрировать, придать ему более современное звучание и оставить его в покое. Будет у нас жить и дальше на нашей кухне на даче. Кстати, посмотреть, как мы переделывали кухню сюда на дачу, вы можете по ссылочке вверху, либо в инфобоксе внизу будет ссылочка. Ну, а мы начинаем нашу переделку. Оставайтесь с нами, следите, комментируйте, делитесь своим мнением. Ну, а мы начинаем. Ну, начнем следующий этап с того, что снимем старую окантовку с этого стола и зачистим шлифовальным инструментом поверхность самого стола для лучшей адгезии. Ищем, где у нас здесь. Так, вот здесь у нас начало. Она снимается легко, здесь просто прорезь и удаляется очень легко. В прорезь вдета вот эта полоска. Так, и по всему периметру это снимается и легко удаляется. Ну все, супер. Достаточно будет, нормально все. Ну вот разложила примерную раскладку, думала, что будет хуже по всему периметру, но получается более-менее нормально. Вот здесь вот здесь ровно идет по краю, и здесь получилось ровно по краю. Замечательно просто. Так, и вот здесь вот с краю у нас остается лишнее. Где-то 1 сантиметр лишний, но, конечно, мы его распределим между этим краем и тем краем. Распределим по полсантиметра где-то. Подумали мы и решили, что будем обрезать с одного края, потому что здесь получается в общем и целом 0,8 сантиметра. И разделить на 0,4 и 0,4 и обрезать циркуляркой. Циркулярка это называется? Да, и обрезать циркуляркой будет довольно-таки проблематично, а никто и не заметит, и не будет виден этот разница в 0,8 мм в столе. Но будет просто проще нам работать с этим. Сначала обеспыливаю поверхность, а потом будем наносить клей. Подождали, пока высохла хорошо поверхность. Сейчас будем наносить клей. Каким клеем будем приклеивать? Церезит СТ CS15. Церезит CS15. Так, и шпателем, так, Олег будет наносить, я шпателем буду разравнивать тонким слоем. Ну, давай. Так, и начинаем. Он плотный. Так, будем наносить по секциям. Так, снимаем пленку. И выкладываем очень осторожно и аккуратно. Так. Так. Так, смотрим.
края. Так, пока не прижимаем. Принеси мне тряпку. А, у меня бумажка есть. Так. Берем вторую секцию и смотрим, чтобы у нас получился по краю. Все, и прижимаем. Теперь, вот теперь прижимаем. Ну и вот с этого края у нас здесь остался остаток. Мы сейчас обрежем и оставим высыхать. Ну вот, здесь по краю везде идет аккуратно. Аккуратно вот здесь мы прикладывали. Но вчера, когда мы примеряли плитку, мы видели, что вот здесь вот по краю немножко идет трапеция. На видео она больше, но она где-то полсантиметра. Вот поэтому немножко аккуратно что обрежем, а что зашлифуем, чтобы вот здесь, потому что по краю будет еще идти плитка, поэтому ее надо приклеить, чтобы ничего здесь не было, никаких зазоров. И вот завтра подождем, пока застынет клей, схватится, и завтра будем работать с этим краем. Ну вот тот срез, который у нас выступал на 5 миллиметров, Олег зачистил болгаркой. Это, конечно, такая ювелирная работа, но что поделать, пришлось потратить значительное количество времени на эту операцию. И вот посмотрите, как должна выступать мозаика над столом. Она должна выступать на толщину самой мозаики. Для чего? Для того, чтобы ту мозаику, которую мы будем приклеивать по краю, по торцу стола, она легла вот таким острым уголочком, потому что сама плиточка заточена под 45 градусов уже на производстве. То есть она должна вот так состыковаться и смотреться красиво. Если этого не сделать, тогда будут проблемы и очень будет некрасивый край. Я хочу придать этому столу небольшую изюминку и сохранить тот тканевый волан, которым был раньше у меня на скатерти. Вот эта скатерть, с которой мы пользовались, я ее сшила сама из остатков натяжного потолка. Она была белая в свое время и ровненькая, чистенькая, но сейчас уже за время эксплуатации от горячего она покоробилась, от продуктов, которые попадали случайно, покрасилась, в общем, потеряла всяческий вид, но вот волан этот сохранил еще хороший вид. Это остатки от занавески, которые у нас на квартире, и я его хочу сохранить, потому что он придает какую-то изюминку столу, и кроме того закрывает некрасивые ножки, которые, ну, как бы переделывать мы не планируем. Вот таким образом я хочу отпороть волан и пришить на липучку и приклеить ее с обратной стороны торца стола. Точно.
И сейчас мы для него будем делать крепление. Вот мы придумали такую систему. Будем прикручивать, так как у нас само основание 2 сантиметра, вот это вот. Плиточка тоже 2 сантиметра. Я хочу сделать потайную основу для валана. И мы будем сейчас прикручивать металлические профили, тоже шириной 2 сантиметра. И под него будем клеить липучку. И на ней будет уже держаться этот валан. Ну, сейчас будем отмерять размеры, отрезать и присверливать по краю металлический профиль. Уголок у нас 2 на 2 сантиметра алюминиевый и 1 миллиметр он толщиной. Вот угол зарезали под 45 градусов вот таким образом. Уголок брали таких размеров из расчета того, чтобы положить 2 плиточки по канту. Ну вот алюминиевые полоски уже подготовлены. Здесь Олег просверлил заранее дырочки, чтобы было проще прикручивать. А теперь я буду отмерять ленту и будем приклеивать ее. Отрезаем по стороне, где у нас прямой угол. Если у вас лента немножечко больше, чем сторона уголка, ее можно обрезать, что я, в принципе, и сделала. Ну вот и все. Сейчас осталось только их приклеить и оставить на некоторое время, чтобы она схватилась, и потом будем прикручивать уголочки. Так, я приготовила небольшую ветошь вытирать руки. Прежде чем клеить, мы обработали поверхность простым растворителем, обезжирили. Ну и сейчас будем наносить. И срезанным краем я буду приклеивать в уголочек. И просто придавливаю рукой. Клей там расходится хорошо. Кстати, клей мы используем тот же, которым приклеивали мозаику к поверхности стола. Вот все садится очень хорошо. Я вижу, как клей там распределяется по всей площади ленты и не выступает сюда на поверхность. Ну вот и все. Сейчас оставляем на 2 часа, хотя бы на 2 часа, чтобы оно немного прихватилось. И потом будем прикручивать к основанию. И накручиваем по периметру стола уголочки. Сейчас будем клеить на торец плитку в 2 плиточки. Перед этим зачистили шлифовкой алюминиевый край для лучшей адгезии. И теперь обезжирим ее и будем наносить клей. Ну и такую операцию проделываем со всех сторон по периметру стола. Перед тем, как обклеивать торец стола, я заранее подготовлю полоски мозаики. Обрезаем в край, даже вот как можно больше, чтобы не было видно этих нитей из края. Так. Будем наносить посекционно. Значит, сначала нанесем здесь,
приклеим мозаику, потом с той стороны. Для чего это мы делаем? Чтобы вывести аккуратно уголочек, чтобы можно было его маневрировать им. Ну и приклеиваем. Первый пошел. Так, главное теперь попадаем, смотрим, чтобы попасть нам плиточка в плиточку и под низ. Так, так, сильно пока не прижимаем, потому что пока не выведем уголок до конца. И второй пошел, вторая полоска пошла. Так, и смотрим, как уголочек у нас садится. Ну, нормально. Так. Смотрим и уголочек, и сами плиточки, что совпадали. Клей у нас застывает 24 часа, как я уже говорила, поэтому пока выведем весь торец, а потом уже прижмем окончательно, чтобы была возможность их регулировать. Прошли сутки, и клей застыл как камень. И сейчас мы уже выходим на финишную прямую. Сейчас я буду фуговать межмозаичные швы. Но прежде чем фуговать, проверьте, не забился ли силикон где-нибудь в эти швы. И снимите его. Но лучше всего, конечно, его снимать еще, когда он жидкий. Почему это нужно сделать? Потому что, когда вы сейчас начнете фуговать, фуга, там, где излишки силикона, не ляжет, и получатся некрасивые проплешины. Вот, значит, я подготовила уже себе инструменты. Вот этим я буду такой затиркой, называется даже фуговка, резиновая белая. Буду затирать основную площадь. Вот этот у меня тут ассортимент затирок, ну, скорее всего, вот 60-ка я буду пользоваться для затирки торца. И вот такая вот большая губка, буду снимать излишки фуги. Вот. Рядом стоит у меня большое количество воды, чтобы не бегать под кран или куда там, не менять воду. И мы приступаем. Вот в таком вот состоянии мы оставляем подсыхать фугу. То есть мы, когда снимаем излишки, сильно не нажимаем, и поэтому остается немножечко такая патина. Мы ее не вымываем сейчас, она хорошо смоется после подсыхания фуги. Ждем, пока она подсохнет. Ну вот, зачистила я остатки фуги со стола. Зачищала обычной кухонной губкой с абразивной стороной. Видите, во что превратилась губка?
но все равно снималась она достаточно легко. Вот, и теперь мы, конечно, не можем оставить в таком виде фугу незащищенной. Защищать я буду проверенным средством. Вот я все время пользуюсь таким вот средством, называется дельфин. Средство для защиты плитки и межплиточных швов. Предохраняет от грибка и плесени, но это нам не актуально. Придает поверхности водоотталкивающее свойство. Защищает от жировых, масляных и бытовых загрязнений. Придает поверхности легкий блеск. Ну, блеск постольку-поскольку. А вот то, что придает водоотталкивающее свойство и защищает от пятен различных жировых, масляных и бытовых загрязнений, это нам как раз-таки и нужно. Потому что если оставить фугу в таком состоянии незащищенном, то любой какой-то красящий продукт, который может покрасить, там даже взять помидор, клубнику, арбуз, прекрасно, кстати, арбуз красит, вот, оставит пятна на швах, и будет некрасиво, надо будет переделать. В общем, короче, работа того не стоит. Но самое интересное, что швов-то у нас, видите, сколько? Немерено. И у меня на выбор есть вот две вот такие кисточки. Значит, одной кисточкой можно зачищать, красить вот каждый шовчик. Представляете, как это долго? Тем более, что прокрасить нужно минимум в 2 слоя, но я обычно крашу в 3 слоя. А этой кисточкой можно так махнуть, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Казалось бы, легко и просто, правда? А остатки снять. Но вот это средство имеет один существенный недостаток. На глянцевых плитках он оставляет матовые разводы, которые... Я не знаю, я вот снимала и не знаю даже, может быть, растворитель их снимет. Ну, короче, они несмываемые. Вот, поэтому, а стол у нас имеет такую глянцевую поверхность, и, короче, я боюсь, что он станет просто матовый. И либо нужно будет потом каждую плиточку вот так вот вымывать растворителем. Тоже не есть здорово, да? Хрен редьки, как говорится, не слаще. Поэтому не знаю, что я буду выбирать. Скорее всего, буду ковыряться вот с этой вот кисточкой одной. Ну да. Пожелайте мне удачи. Начинаю. Тем временем, пока застывала фуга, я пришила вторую сторону липучки к волану. Так как мы будем обслуживать волан, периодически его снимать и стирать, то, чтобы не травмировать ткань, к волану мы пришиваем мягкую сторону липучки, а уже жесткую сторону с колючками приклеиваем к столу. Еще вот здесь на краешке я пришила немножечко колючей стороны, чтобы его просто друг за друга фиксировать. И регулировать длину, чтобы было удобно. Ну вот и все. Осталась самая приятная часть работы. Сейчас будем навешивать волан. Ну и вот как выглядит столик уже в конечном варианте. Мне очень нравится. Я себе, в принципе, так и представляла. Это как в моде, знаете, сочетание грубой ткани и нежной ткани, например, кожи и нежнейшего кружева или нежнейшего шелка, так и здесь сочетание камня и нежной ткани. Мне очень нравится. Для этого советского старого стола это шикарная жизнь, просто новая шикарная жизнь. Мы будем еще пользоваться им очень-очень долгое время. Хочу попробовать словить, показать, как плитка это выглядит на самом деле. Вот она имеет такой легкий перламутровый оттенок. Очень красиво смотрится. Может быть, видео это не передает, но эффект очень красивый у этого столика.
Ну и хочу сказать цифры по расходу. Значит, столик у меня получился 58 на 98. На него ушло 7 мозаичных плиток. Плитки размером 32 на 32. Осталось совсем чуть-чуть. А вот волан у меня, как вы уже знаете, был. Ножки я не красила, потому что я их красила в прошлом году. Но кому нужно освежить ножки, тот может освежить их белой эмалью матовой или глянцевой, кому как нравится. Ну вот, наша работа уже закончена, мы результатом очень довольны. Столик получился так, как мы и задумывали. Прослужит он нам, наверное, еще лет 30. Очень довольны результатом, класс. Здорово, когда реально совпадает с ожиданием, правда? А вы что скажете? На сегодня у нас все. Значит, оставайтесь с нами, следите за нашими переделками. Всем пока-пока и до новых встреч!